Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре французский тяжелый танк 8 уровня, прем танчик Самуа СМ. Купил я его вот сейчас в новогоднем ангаре, за голду он появился, я давно его хотел приобрести и не удержался, конечно же купил. Полноценный гайд, обзор сегодня по данной тачке 8 левела. Вот, и предлагаю начать с бронирования. Все-таки тяжелый танк. Пойдемте поглядим, есть ли там броня. Итак, наш Самуа СМ. Ну и давайте смотреть. Поставим его правильно. НЛД 90 мм, приведенки 180-175 сверху. Ну такое себе. Пробивать будут все на 8 уровне. ВЛД 140 миллиметров, имеет, в принципе, ну не прям супер наклон, но какой-то наклон брони имеет. Ну и смотрим. 201 снизу, 216 сверху, надгусеничные полки 213-214. Достаточно большое количество танков имеет пограничное бронепробитие с этими цифрами, поэтому иногда будут пробивать, а иногда нет, если мы говорим про обычный тип снарядов. Что касаемо башни, здесь много всяких слоев брони, видите, такая сложная, воротник, так называемый, да, ну и сам воротник здесь. 162, 155, 150, 155, 160, 155, ну короче весь воротник мягонький. Касаемо самой башни, 215. 186, там рикошет, 220, 227, 206, 206, 205, 207. Лючок вообще 110. Он, кстати, очень большой. И в основном туда прям вообще закидывает. Но можно не обязательно сюда целиться, можно газануть и в воротник. Здесь уже, если вы играете на основном типе снаряда, да, и встречаете танк против себя, можете иногда не пробить. Прокнет минус 25% бронепробития и привет. И привет. Боковое бронирование 80 мм, вверху 90 на надгусечные полки. Может ли танковать? Конечно, может. Вот танковать он может, все-таки тяжелый танк и через каток, кстати, не бьется. То есть хорошее бронирование с борта, танкуйте, пожалуйста, выдержит. Такое более неплохое, назовем его, не знаю даже как сказать, ВЛД, в принципе, какие-то снаряды обычные от восьмерок вы задержите этим листом. Вот башня, конечно, очень слабая, и надеяться от отыгрыша от башни вам не стоит, вас будут сюда рвать в лючок, в воротник и даже сюда будут рвать. Поэтому знайте это. Так, с броней разобрались, она такая себе, посредственная, особо касаемо башни, тут ее нет. Давайте глядеть орудие. Орудие, у нас барабан, барабан на 5 снарядов, да, 5, целых 5 снарядов, с альфой в 300, то есть, если, предположим, вы все 5 пробитий сделаете на одном барабане, вы можете нанести урона около 1500 единиц, это круто. Какие-то танки можете разобрать и отправить сразу же в ангар на 8 левеле. Вот, бронепробитие на основном хорошее, уверенно, 232, поэтому Самуа СМ очень неплох для фарма серебра, потому что можно играть без голды, очень хорошее бронепробитие. На голде у нас 263. Вот, время зарядки КД между выстрелами чуть больше 2 секунд, 2.25. Время полной перезарядки барабана на стойке 37 секунд. ДПМ там около 2000. Точность не самая лучшая. Это надо помнить. 0.4. И время сидения более-менее комфортное 2,4 секунды. Вот. Касаемо полевой модернизации. Второй блок вездеходную ходовую. Дальше. Здесь я вам рекомендую прокачать отстройку параллакса в 4-м блоке, и в 5-м блоке все-таки лучше звукоизоляцию, защиту дополнительного фугасов. Здесь вторым слотом берите мобильность. Танк медленный, реально медленный. Обязательно на мобильность. Что касаемо оборудования. Я уже сказал, что танк медленный, рекомендую катать на нем с турбиной. Обязательно ставьте стаб и обязательно ставьте закалку. Обязательно тяжелый танк закалка, факт, а пушке необходим
стаб. Я считаю, вот этот комплект оборудования самый правильный. По снарядам основной ББХ летит косарь нормально, голда подкол летит 1250 шедеврально. По снаряжению ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот. По УВН у нас все отлично, минус 10, но брони в башне мы помним вообще практически нет. Поэтому аккуратно, надо искать моменты отыгрыша. Вообще это танк про игру в размен. Да, про игру в размен. Противник вышел, дал вам, или вы на противника вышли, приняли от противника одну тычку, выдали ему барабан, максимум схватите вторую. Все зависит от того, в кого там будете стрелять. Но разменяться там в 2 даже, пускай против 5, это как бы приемлемо, сами понимаете. По ХП 1620 на закалке. Нормально. По мобильности он медленный. У нас стоит турбина. И даже с турбиной максимальная скорость вперед 41, 22 назад. 14 почти лошадей на тонну. 41 вперед максималка, ребят, с турбиной. Поэтому обязательно турбину ставьте. По обзору 395 метров. Это чуть меньше среднего на 8 левеле тяжелых танков. Поэтому как-то так. Плюсы и минусы машины. Танк... крыса назовем его. Танк про размен ХП. Всегда. Ищите, ловите моменты, кого бы как-нибудь раздамажить. Размен, как я уже назвал, 2 снаряда принимаете максимум, 5 выдаете, желательно пробивать. Поэтому учите бронирование танков, чтобы на этом танке выдавать весь барабан как положено, с профитным пробитием. Это первое, про геймплей. Про размеры, там он небольшой, не маленький, здесь ни плюс, ни минус. Подвижность однозначный минус, даже с турбиной он медленный. По броне, броня посредственная, это тоже минус. Я даже не скажу, что ни плюс, ни минус. Да, от борта может играть. Но, извините, в башне брони нету. ВЛД такое тоже себе. НЛД, нет. В лоб он очень слабый по броне. Так что минус. По пушке. Барабан это всегда удобно. Есть хорошие УВН. Вот. Барабан достаточно комфортно, быстро разряжается. Заряжается долговато, но все равно в целом по СМ барабану мы поставим плюс, потому что годный он здесь все равно в целом. Вот. По обзору тоже стандартный параметр практически, что тут даже ныть, говорить, мечтать. Ладно, предлагаю уже отправляться на самого СМ. Давайте поедем, посмотрим. А как он играет в современном рендере. Поехали. Трутутуру. Так, обзор боем у нас самого СМ. Француз, тяжелый танк, прем-танчик 8 левела. Попали в бой к 9. Вот, тяжелых танков мало в бою. Поедем сейчас с 9 драться. Защитник у них крепкий. Пропустим вежливо СТшки, пусть несутся в свои кустики. О, еще один проснулся. Гля, защитник шпарит. Турбин, наверное. Мы-то его обгоним, да? Льва уж точно обгоним. Да и защитника мы должны обгонять. Да. Что там, на перекаточке кто-нибудь будет, нет? Никто?
Защитник у нас как-то спокойно проехал. А где у них все танки-то? Интересно. Нормально, барабан. Выписали пацану. Больше не стал я рисковать что-то там. А наверное надо было. Там он виперу нашу насилуют. Ну-ка, добьете ТМ-ку, нет? Уничтожен. Тихо-тихо. Хороший у тебя танк, чувак. А я не попал. А я вот не попал. А теперь попал. Хорошо. Вон того гражданина надо забить на Эмиле. Блин, там вообще К-91 должен это делать. Все. Отлично. Т-30, шпак. Вот, ребята, такой интересный танк с барабаном. Не, наверное, тут я зря выезжаю. Как бы я в ангар не уехал. Шпак за домиком, да? Т-30, конечно, неприятный. Гля, я не свечусь. Фантастика. Как жмыханет. Вот так. А я не успел. Ну, 2600 дали, я думаю, наши-то победят. Давайте досмотрим этот шикарный бой, переигрывать не буду. Я, короче, на ДПМе вышел, да, как его, что исполнял-то, а? Наши вроде все поджимает, окружает. Ладно, что за СМА-то можно сказать вообще? Ну что, тяжелый танк с барабаном, удобный, да, барабан. Достаточно быстро разряжается. Можно вот по 3К настреливать, да. Ну, можно было бы в этом бою и больше дать, но, к сожалению, не получилось. Жалко, Т-30 не добил, он сейчас будет мешаться нашим. Но я думаю, сейчас его сольют. Должны, во всяком случае. Мне интересно, что К-91 сейчас будет делать. Во, лезет, вот, видите, жахнул ему насколько. Вот. А там шпак в уголку. Смело едет АК-91, несмотря ни на что. Вот, все, засветили. Все, нормально. Давай на сушку упарывайся. Вот, а сейчас, ребята, еще раз. СМА СМ можно купить на вагоне ангаре.
И если у вас есть голда, то, в принципе, это можно сделать, потому что, ну, интересная машина. Да. А он ждет, стоит, да. Сушка-то, вот она. Она. Ты чё, выезжая, на жопкой стояла? Вот. Вот, ты тоже сейчас едешь в ангар. Да. Ну ладно, победа. Короче, у кого есть запас голды на аккаунте, рекомендую присмотреться к Самуа СМ. Машина интересная, как катать в случайных боях в рендоме, так и по сути она хорошо подойдет для линии фронта, если вы в такой режим играете. Вот. Реально присмотритесь к машине. По пятибалльной системе я танку этому поставлю как минимум 4 с небольшим плюсом. Да. Вот, 180 тысяч нам начислили. Третье место мы по урону сделали, да. Ассист у нас нету, заблокировали один выстрел мы. Вот. Интересная машина. Я не пожалел, что ее купил. Ребята, у кого есть Самуа СМ в ангаре, под видео напишите свои комментарии, как вам эта тачка, для тех людей, для тех танкистов, которые хотят ее, возможно, приобрести. И она вот сейчас первый там до 9 числа включительно в ангаре новогоднем будет. Потому что там сейчас есть. Дайте еще, кстати, какие там танки-то вообще есть. Вон он. Вот, видите, прямо сейчас стоит в продаже Самуа. Я, правда, не знаю, как правильно этот ангар включать. Вот. Раз, вот он, можно купить. Но я уже его купил. Вот. Да. Так что рекомендую. Ну, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.